Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 23 февраля, воскресенье. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Вчера, 22 февраля, в рамках сделки по освобождению заложников в Израиль вернулись 6 наших граждан. Похищенные были освобождены в несколько этапов. В четверг же, 27 февраля, Хамас передаст Израилю 4 павших заложников. И на этом первый этап реализации сделки будет окончен. Катар и Египет, которые являются посредниками на непрямых переговорах между Израилем и Хамасом, усиливают давление на обе стороны, добиваясь начала переговоров по второму этапу сделки. Напомню, что в секторе Газа остаются 70 заложников, 36 из которых не выжили. Новости на Радио Мария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу поприветствовал вчерашнее освобождение 6 живых заложников, назвав это, цитирую, «моментом радости и облегчения для их семей и Израиля». Также Нетаньягу прокомментировал возвращение в Израиль павшей Шири Бибас, цитирую, «Мы не забудем и не простим». Премьер-министр говорит, что правительство привержено продолжению решительной работы по возвращению всех наших заложников, живых к их семьям, но а павших к надлежащим похоронам в их собственной стране. Тем временем в Национальном институте судебной медицины еще раз подтвердили, что уверенно идентифицировали ДНК Шири Бибас, цитирую, «Мы познали Шири Бибас через 2 дня после того, как идентифицировали ее сыновей. С прошлого четверга мы работали профессионально и тщательно, чтобы предоставить четкие ответы семье Лившиц и семье Бибас. Это трудный день для семей, для нас, медицинского персонала и для всего народа Израиля». Главные новости Израиля. В это же время ни один министр правительства Биньямина Нетаньягу и сам Биньямин Нетаньягу не будут присутствовать на церемонии прощания с Шири Бибас и ее сыновьями Ариэлем и Кфиром. Такое решение было принято после того, как министрам сообщили, что семья Бибас не желает видеть ни одного представителя правительства на церемонии прощания. Только министр внутренних дел Моше Арбель будет представлять правительство на похоронах павшего заложника Одеда Лившица, которые состоятся в кибуце Нир-Оз во вторник в 14:00. Семья Бибасов – это 34-летний Ярден, 32-летняя Шири, 4-летний Ариэль и 9-месячный Кфир. Они были похищены террористами Хамас из своего дома в кибуце Нир-Оз во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Родители Шири были лишены жизни. Ярдена же похитили отдельно от его семьи. Когда во второй половине ноября 2023 года Израиль и Хамас заключили временное перемирие, в рамках которого было запланировано освобождение Шири, Ариэля и Кфира, среди вернувшихся в Израиль их не оказалось. Но в конце месяца Хамас объявили, что мать и 2 сыновей не выжили. Не выжили якобы в результате израильского авиаудара. Больше года в израильском обществе сохранялась надежда на то, что Бибасы живы, и требования освободить их стали важной частью общей кампании за освобождение заложников. Оранжевый, рыжий из-за цвета волос сыновей Шири превратился в один из символов этой кампании. В дни рождения Кфира 18 января и Ариэля 5 августа в Тель-Авиве проходили массовые акции, участники которых надевали оранжевую одежду и держали воздушные шары этого цвета. Но чуда не случилось. В прошлую пятницу семья заявила, что, цитирую, «Сегодня вечером наша Шири вернулась домой. Мы получили новости, которых боялись больше всего». Напомню, что Шири удалось вернуть в Израиль только со 2-го раза. В первый раз Хамас передали ДНК другой женщины.
Новости на радио Найрия. Лидер партии Оцма Иудит Итамар Бен-Гвир и бывший министр национальной безопасности призывает вновь к возобновлению военных операций по подавлению Хамас в секторе Газа после вчерашнего освобождения 6 заложников. Цитирую: «Мы все видели, что произошло с семьей Бибас. Государство Израиль не должно позволить этому пройти молчанием», — говорит Бен-Гвир. «Настало время открыть врата ада для Хамаса. Мы должны вернуться к войне, разрушать и мстить», — заявил Итамар Бен-Гвир. В это же время президент Израиля Ицхак Герцог в своем заявлении об освобождении 6 заложников сказал: «Мы получили болезненные известия о Шири Бибас, но мы рады видеть наших живых заложников, которые в субботу были освобождены из заточения. Они все возвращаются из глубин ада к своим любимым семьям, которые боролись изо всех сил, чтобы увидеть их дома». Герцог призывает Израиль перейти ко второй фазе соглашения. «Завершение сделки о заложниках – гуманный, моральный и еврейский поступок», сказал президент еврейского государства. Пока в Израиль возвращали выживших заложников, пока в Институте судмедэкспертизы проводили анализы ДНК Шири Бибас, мать заложника Матана Зангаукера Эйнау Зангаукер заявила, что многие заложники все еще находятся в аду в Газе. Цитирую: «Нельзя допустить, чтобы сделка была остановлена и мы вернулись к войне». Зангаукер осуждает правительство Нетаньягу, которое, по ее словам, вместо дальнейшего освобождения наших граждан готовится к войне. Абера, Элия, Омер, Вишам, כמה טוב שחזרתם הביתה. הלב איתכם ועם משפחותיכם. משפחות ליפשיץ וביבס האהובות. כולנו מחבקים אתכם. לעודד ויוכבת יש פינת קקטוסים שמסמלים את העוצמה והשרידות של הצמח לגדול בלב מדבר. בימים האחרונים חזרו אלינו דבריהם של שירי, אריאל, כפיר ועודד. הם נחטפו בחיים ונרצחו בשבי. היינו יכולים, חייבים וצריכים להציל אותם אז. סליחה. Зангаукер обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаньягу, который, по ее словам, цитирую, «сделал процесс поэтапным. Он медлит, пытаясь угодить своим экстремистским партнерам по коалиции ценой жизни моего сына и остальных заложников. Сначала заложники. Все они сейчас», призывает Зангаукер Нетаньягу. «Не может быть, чтобы Трамп и посланник Стив Витков хотели больше, чем премьер-министр. Нетаньягу – это ваши граждане, брошенные вами на произвол судьбы под вашим руководством». Конец цитаты. Эксперты же считают, что Зангаукер взяли под контроль левой партии и через нее транслируют главный месседж: «Зачем нам война? Нужно выполнить все условия Хамас и покинуть сектор Газа». Зангаукер постоянно угрожает главе правительства, называя его убийцей, требуя любой ценой вернуть ее сына. Но какой ценой? Сколько солдат отдало своей жизни в Газе? Сколько хамасовцев в рамках сделки сейчас выходит из израильских тюрем?
Но ей это не интересно. Своими выступлениями, криками и угрозами Эйнау Зангаукер показывает Хамас, что «я с вами, я борюсь за Газу и за то, чтобы война была окончена, только не трогайте моего сына. Я против ужасного режима Биньямина Нетаньягу, точно как и вы. Я называю его кровавым убийцей, а вы на своих баннерах в Газе изображаете его вампиром. Просто идеальный тандем». Не понимать этого Зангаукер не может. Хамас любит Зангаукер настолько, что даже печатает плакаты с ее изображением. Хамасовцы прекрасно слышали угрозы Эйнау Зангаукер, что если ее сын вернется в мешке, то она будет до конца своей жизни преследовать Нетаньягу. Прекрасная месть руками Зангаукер. По нашей же информации, Зангаукер готовит политическую карьеру в одной из оппозиционных партий, пообещав в будущем после свержения Нетаньягу даже пост министра в новом правительстве. Женщине внушили, что она сейчас чуть ли не лидер нации, и чем больше криков на протестах, тем больше шансов получить хорошее место в Кнессете. Главное – убрать конкурента – Биби, Биньямина Нетаньягу. Новости на радио Найрия. И как стало известно, что Израиль на неопределенный срок откладывает освобождение палестинских заключенных, которые должны были быть освобождены в прошлую субботу в соответствии с соглашением об освобождении заложников с Хамас. Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра Биньямина Нетаньягу, цитирую. В связи с неоднократными нарушениями со стороны Хамас, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование похищенных в пропагандистских целях, было принято решение отложить запланированное на вчера субботу освобождение террористов из израильских тюрем, пока не будет гарантировано следующее освобождение заложников без унизительных церемоний, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра. Сотрудники общей службы безопасности Шабак задержали 3 подозреваемых, которые привезли террористов в Гуш-Дан для закладки устройств в автобусе. Некоторые задержаны граждане Израиля. Все они доставлены на допрос. Суд же запретил публикацию каких-либо подробностей расследования детонаций в автобусах в Бат-Яме и в Холоне, которые произошли 20 февраля. Новости на радио Найрия. Суд Майами приговорил к 2 годам тюрьмы 49-летнего гражданина Израиля Галя Хаймовича, ранее признанного виновным в нарушении антироссийских санкций. Хаймович был задержан летом 23 года по подозрению в поставке в Россию запчастей для самолетов и электроники двойного предназначения, в том числе и для сибирских авиалиний. При оформлении заказов указывалось, что пунктом назначения являются Мальдивские острова, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. В общей сложности речь идет о 160 поставках. По данным надзорного отдела Банка Израиля, около трети обратившихся в отдел по поводу мошенничества – это пожилые русскоязычные граждане Израиля. В Управлении по защите прав потребителей ежегодно поступает около 3000 жалоб, связанных с обманом пожилых людей. В большинстве случаев мошенники ранее этим не занимались, но приехав в еврейское государство по линии кошки с поддельными документами о еврействе, решили разводить своих же соотечественников. Зачем работать? Марина из Ако рассказала, как ее в мошеннический бизнес чуть не втянула случайная покупательница в магазине. Цитирую. «Мы познакомились в русском магазине, оплатили покупки и вышли вместе на улицу. Женщина была очень общительна. Мы обменялись контактами, через некоторое время я пригласила ее в гости. Там я и узнала страшную правду. Женщину зовут Ольга. После определенного количества спиртного она поведала мне, что хорошо зарабатывает, и якобы это называется консультация по телефону для русскоязычных пенсионеров. Она просит пожилых людей под видом работницы соцотдела Ирии города называть номера карт и секретные коды. Все это якобы для того, чтобы пенсионер получил дополнительную оплату от муниципалитета. После услышанного я позвонила в полицию. О дальнейшей судьбе моей знакомой Ольги я ничего не знаю». Конец цитаты. Мы же призываем вас быть осторожными и не отвечать на звонки на русском языке, если вы специально не заказывали такой звонок. Если вы можете, переходите на иврит. Если нет, заканчивайте разговор.
И в продолжении темы мошенников еще раз напоминаем, что появился фейковый канал новостей Израиля. Канал постоянно распространяет ложь, всех хоронит, вводит войска в разные страны и начинает войны. Фейковый канал использует обложки видео, которые идентичны обложкам нашего канала, идентичны цветам нашего канала. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Также наш канал называется Радио Нария. У нас есть и резервный YouTube-канал, там тоже написано, что это Радио Нария. Главное, определите, что вы смотрите именно канал Радио Нария. Если же вы обнаружили фейковые каналы, сообщите об этом в нашу редакцию. Наш email efir@radionaria.com. Не смотрите фейки и ложь. Новости на Радио Нария. Напомню, что вернулся наш телеграм-канал. Там в режиме реального времени следите за всеми новостями Израиля. Ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на ваших экранах. Так вы сразу найдете Радио Нария. Главные новости Израиля. Но завершаем сегодня наш эфир эксклюзивными кадрами, как освобождали наших граждан из плена Хамаса. Я же благодарю вас за то, что были вместе с нами. Если вы хотите поддержать Радио Нария, подпишитесь на наш YouTube-канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также под видео нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий, поделитесь этим видео в социальных сетях. Также благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в понедельник, 24 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.